Представьте себе Землю, замороженную на 1,5 километра в глубину, твердую, словно гранит, и холодную, как бездонный космос. Это почва, которая не ощущала солнечного тепла и не впитывала кислород на протяжении сотен тысяч лет. Мы привыкли именовать это вечной мерзлотой. Само понятие «вечное» внушало нам ложное ощущение надежности. Мы полагали, что это самый крепкий сейф на Земле, что все, что погрузилось в этот лед, будь то бактерии, вирусы, останки животных или гигатоны парниковых газов, останется там навсегда. Мы возвели на этом льду целые города. Мы проложили по нему стратегические газопроводы. Мы считали, что Северный сфинкс будет дремать вечно. Мы глубоко заблуждались. Сфинкс пробудился, и он полон голода. Прямо в эти моменты в самом центре Восточной Сибири, в Верхоянском улусе Республики Саха, Якутия, разворачивается геологическая катастрофа, которую местные жители окрестили вратами ада. Земля разверзлась. Огромный провал расширяется с устрашающей скоростью, поглощая леса, дороги и священные холмы. Но самое пугающее — не это, а то, что вырывается из недр земли. Из черной тающей грязи возникают тени далекого прошлого. Существа, которые бродили по тундре в те времена, когда люди еще укрывались в пещерах, и болезни, против которых у нас нет иммунитета, поскольку наша система забыла их десятки тысяч лет назад. В 2016 году этот кошмар воплотился в реальность на полуострове Ямал. Аномальная жара растопила лед, который сковывал землю. На поверхность вырвались споры-убийцы, который дремал 75 лет, сибирская язва. Она унесла жизнь ребенка, заразила десятки людей и истребила целые стада оленей. Но это была всего лишь репетиция, предостережение от природы. Сегодня мы начинаем глобальное расследование того, что таит в себе сибирский лед. Мы спустимся на дно кратера Батагайка, где раздается треск рвущихся корней и шум подземных рек, вымывающих кости мамонтов. Мы зайдем в лабораторию, где ученые пытаются клонировать древнюю лошадь из крови возрастом 42 170 лет, взглянем на гигантский вирус, который охотится на амеб и пережил 300 веков. Увидим червей, которые оживились после 40 тысяч лет сна. Лед пришел в движение и несет нам не весну, а биологическую угрозу масштаба всей планеты. Наше расследование стартует на 67-й параллели северной широты в Верхоянском районе, одном из самых холодных обитаемых мест на Земле. Здесь зимой температура опускается до минус 60 градусов, выдыхаемый воздух превращается в ледяную пыль, а сталь становится хрупкой. Но летом здесь творится нечто странное. Посреди тайги зияет огромная дыра. Спутниковые снимки демонстрируют объект, похожий на гигантского ската, вгрызающегося в землю. Это термокарстовый провал, самый крупный на планете, кратер Батагайка, который местные якуты называют «вратами ада». Его размеры поражают воображение. Километр в длину, 800 метров в ширину, почти 100 метров в глубину. Слои почвы формировались на протяжении 200 тысяч лет. Это как открытая книга истории Земли, но она в огне. Все началось с вырубки леса в 1960-х годах. Деревья защищали землю от солнца, их корни удерживали почву. Когда лес исчез, солнце нагревало темную землю, лед таял, почва проседала. Сначала появился маленький овраг, затем запустилась цепная необратимая реакция. Стены кратера обрушиваются ежедневно. Стоя на краю, можно услышать глухой гул, треск ломающихся деревьев. Кратер расширяется до 30 метров в год, иногда даже быстрее. Ученые на дне в защитных костюмах ощущают тяжелый сладковатый запах разложения и метана. Это гниет органика,
которая была заморожена тысячи лет. Бивни мамонтов торчат из стен, кости носорогов и бизонов вымываются дождями. Для палеонтологов это настоящее Эльдорадо, для климатологов — катастрофа, для вирусологов — зона высшего риска. Батагайка — это вскрытый могильник планеты, с которого сорвана крышка. Чтобы осознать угрозу, перенесемся на Ямал в 2016 год. Аномальная жара до плюс 35 градусов растопила мерзлоту и вывела на поверхность старое кладбище оленей. Споры Bacillus anthracis пробудились, олени заразились, 2300 из них погибли. Заразились люди, десятки были эвакуированы в Салехард, на их коже появились черные струпья, 12-летний мальчик погиб. В район вошли войска радиационной, химической и биологической защиты. Они сожгли трупы оленей, обработали землю. Этот случай доказал — инфекции поджидают в холоде. В скотомогильниках на севере России могут храниться споры натуральной оспы и бубонной чумы. Если мерзлота продолжит таять, инцидент на Ямале в 2016 году покажется легкой разминкой перед возможной древней пандемией. Мерзлота сохраняет не только смерть, но и жизнь. В августе 2018 года в кратере Батагайка нашли спящее животное в мерзлоте — жеребенка ленской лошади Equus lenensis, возрастом 42 170 лет. Ткани свежие, кровь жидкая. Гемоглобин сохранился, в мочевом пузыре древняя моча, в кишечнике остатки молока матери. Возникают разговоры о клонировании. Найти живую клетку и создать живого плейстоценового коня. Затем мерзлота отдает хищников. Пещерные львята, Спартак и Борис, 43 тысячи и 28 тысяч лет, идеально сохранившиеся, с серо-песочной шерстью, органами на месте, причиной смерти — обрушение свода. ДНК в идеальном состоянии, вид отдельный, питание — бизоны. Пока ученые ищут гигантов, во Франции Клавери и Абергель изучают вирусы из сибирской мерзлоты, питховирус и молливирус 30 тысяч лет. Жизнеспособные заражают амеб, не опасны для человека. В 2023 году найдено 13 новых вирусов, самый старый — 48 тысяч лет. Амебные вирусы выживают тысячелетия, значит, вирусы, опасные для человека, тоже могут. Вслед за лошадью мерзлота начала отдавать хищников. На реке Семюлях охотники нашли 2 серых комка — пещерные львята, грозы ледникового периода, на 20% больше африканских львов, без гривы, охотились на бизонов и мамонтов. Мумии идеальные, усики, вибриссы, шерсть с плотным подшерстком, когти острые. Компьютерная томография показала, что органы на месте, обезвожены сублимацией. Причина смерти — обрушение норы, мгновенно. Генетика показала, что это отдельный вид, не оставивший потомков. Сравнение с современными львами — разделение 500 тысяч лет назад. Материнское молоко и питание — бизоны. Эти находки дают портреты животных ледникового периода, не только кости, но ученые работают в полной биозащите, потому что на шерсти могут сидеть бактерии, опасные для людей. Пока в Якутии ищут гигантов, во Франции Клавери и Абергель изучают древние вирусы. Он получает пробы грунта с глубины 30 метров. В 2014 году из мерзлоты 30 тысяч лет выделен гигантский вирус Питовирус сиберикум. Он виден в световой микроскоп, содержит 500 генов, заражает амеб и размножается, полностью жизнеспособен после 300 веков. Молливирус сиберикум 30 тысяч лет тоже активен.
В 2023 году опубликовано 13 новых вирусов, самый старый — 48 тысяч лет. Клавери предупреждает, если амебные вирусы выживают, вирусы, опасные для человека, тоже могут. В Аляске и на Шпицбергене найдены тела жертв испанки 1918 года. Фрагменты РНК сохранились. Если вскроется древний могильник с оспой, вакцинацию прекратили в 1980-х, поколение без иммунитета. Мы безоружны перед прошлым. Но мерзлота хранит и жизнь. В 2018 году почва из дупла суслика, замороженного 46 тысяч лет, черви начали шевелиться. Есть Panagrolaemus colimaensis, абсолютный рекорд длительности анабиоза для многоклеточных. Сложные организмы могут ставить жизнь на паузу на геологические эпохи. Но возвращаются не только микроорганизмы, но и паразиты. Химическая угроза, таяние мерзлоты высвобождает углерод, растения, корни, миллионы лет замороженные, метаногены выделяют метан, парниковый газ 80 раз мощнее диоксида углерода, создает эффект теплого одеяла. На Ямале и Таймыре уже взрывы. Газ под землей образует пузыри и пинга. Земля вздувается, давление критическое, лед и почва разлетаются на сотни метров. Образуются круговые воронки, иногда с воспламенением, артиллерийский обстрел. Спутники фиксируют сотни новых кратеров. Механизм положительной обратной связи. Тает мерзлота, больше метана. Теплее климат, тает еще больше. Цикл остановить невозможно. Прошли точку невозврата. Ученые называют это метановой бомбой или клотратным ружьем. Если она сработает в полную силу, Парижское соглашение станет бесполезным. Температура может подняться на 4 градуса за десятилетия, плодородные земли станут пустынями, прибрежные города — Атлантидой. Возвращаясь к находкам, в 2018 году, недалеко от Якутска, в мерзлоте найден щенок догор. 18 тысяч лет, идеально сохранившийся, усы, ресницы, бархатистый нос, острые молочные зубы, будто ждет команду «Апорт». ДНК секвенировано. Переходное звено между волком и собакой. В желудке кусок непереваренного мяса, шерстистый носорог. Маленькая мумия показывает, как люди приручали волков и как природа сохранила этот момент. В Оленекском улусе Павел Ефимов нашел огромную голову волка 40 тысяч лет, без тела, с сохранившимся мозгом и клыками. Возможно, ритуал, трофей или действие хищников. Генетика показывает отдельную ветвь гигантских волков, охотившихся на бизонов и мамонтов, вымерших вместе с мегафауной. То, что происходит сейчас, — величайший научный эксперимент и одновременно русская рулетка. Кратер Батагайка продолжает разрывать тайгу. Он — термометр планеты, показывающий жаркую лихорадку. Каждая находка, жеребенок с жидкой кровью, львята, вирусы, ожившие черви — вызывает экстаз у палеонтологов и ужас у эпидемиологов. Мы читаем ДНК вымерших миров, видим эволюцию в действии, можем потрогать прошлое руками. Но цена этих знаний высока. Под нашими ногами спят бактерии, убивающие все живое, газы, меняющие атмосферу, вирусы, незнакомые нашей иммунной системе. Сибирь тает, врата ада, открывшись, не закроются сами. Вопрос не в том, найдем ли новую чуму или газ, который сожжет атмосферу, а когда мы это найдем, и будет ли время подготовиться. Спутниковые снимки показывают. Батагайка не единственный кратер, их тысячи. Земля вскрывается как старый нарыв, история Земли, записанная во льду, размораживается, и финал этой истории нам еще предстоит прочитать, если успеем. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории?
Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.